первой части я вам рассказал о том, что произошло со мной на железнодорожной станции. Если кто не смотрел, то ссылка в описании. С тех пор прошло 7 лет. Я уже подрос и стал не таким пугливым, как раньше. Жизнь моя налаживалась, и я решил, что тот случай остался в прошлом. Эх, как же я сильно ошибался. Я с друзьями любил гулять по разным стройкам и рассказывать страшилки про пиковую даму и прочий бред. Вы, наверное, помните и, возможно, сами пугали своих сверстников подобными страшилками, а возможно, так пугали и вас. Так вот, к чему я веду. Как-то раз я встретился со своими друзьями, и мы пошли гулять на ближайшую стройку. В те времена лазание по стройкам и всяким опасным для детей местам занятие было очень популярное и захватывающее. Мы резвились и веселились там как могли. Так проходил час за часом, и мы не заметили, как наступил уже вечер. Вокруг потемнело, зажглись ночные фонари города, но на стройке, вы сами понимаете, ни о каком нормальном освещении не может быть речи. Чтобы не идти домой вслепую по темным переулкам, мы решили пройти через больницу. По верхним этажам мы не пошли. Боялись, что нас отругают за то, что мы там лазим, и мы пошли через подвал. Спустя некоторое время я вдруг понял, что это была наша роковая ошибка. Да лучше бы нас отругала какая-нибудь медсестра, чем вот это. Я и мои друзья застыли на месте и затаили дыхание. По коридору подвала раздавался странный гул и неестественные звуки и стуки. Я перевел дыхание и решил, что все это мне просто показалось. Но с другой стороны меня пугала мысль о том, что причудится что-либо сразу всем, единовременно, одно и то же. Но никак не могу. Алкоголь и другие дурманящие средства мы не употребляем. Значит, это нам не кажется. Ну и я, чтобы выпендриться перед своими сверстниками и показать свое мужество, хоть и со страхом, начал продолжать движение вперед. Остальные пошли за мной. Страшные звуки прекратились, и нам навстречу шел электрик. Тогда мы решили, что, возможно, это он чем-то вызывал эти странные стуки, и на душе отлегло. Электрик этот сделал нам замечание и сказал, что больница не место для детских прогулок. Мы пообещали ему, что больше так не будем, и он пошел мимо нас своей дорогой. Пройдя шагов 5, я обернулся, чтобы спросить у него, где тут выход. Но как только я обернулся, спрашивать уже было не у кого. Я побледнел от страха. Друзья мои не понимали, что происходит, и начали надо мной подшучивать. «Ну чего застыл? Пошли на выход уже!» Я стоял как вкопанный и только лишь указал на то место, куда пошел электрик. Никто из них не оборачивался. Один из них сказал: «Да нет там ничего, мы же только что там проходили, там же даже поворотов нету». Позже все обернулись и были в ужасе от увиденного. Этот электрик вовсе никакой не электрик. Он продолжал движение вдоль коридора абсолютно бесшумно. Не было слышно даже его шагов. Позже мы обратили внимание на то, что он и не идет по бетонному полу, а плывет по воздуху. Как только мы это заметили, он тут же растворился в воздухе. Мы от испуга резко дернулись с места и побежали, сломя голову к выходу. Но дверь была заперта, и выбежать на улицу нам не удалось. Свет начал странно мерцать. Это добавило нам еще больше ужаса. Тогда мы пробежали немного обратно по коридору и свернули на ближайшем повороте по направлению к соседнему корпусу. Добежать до него нам не удалось. На пути у нас стояла какая-то тварь. Очертаний ее мы не видели, лишь только черный силуэт. Оно издавало ужасающее рычание и каждое мгновение приближалось к нам. От страха я рванул обратно, стараясь не оборачиваться спиной к этой бесовщине, но споткнулся и упал. Это отродье дьявола продолжало стремительно приближаться ко мне. Тогда я нашел в себе силы и, сколько было мочи, резко встал и побежал к тому выходу, через который мы сюда пришли. Пока я бежал, своих ребят я уже не видел. Я остался один на один с этим чудовищем. Мне было настолько страшно, что меня уже ничего не волновало, кроме как поскорее отсюда выбраться. Я бежал, не оглядываясь, но вдруг решил обернуться, решив, что мои друзья бегут позади меня. Но вместо них я увидел эту тварь. Самое пугающее было то, что она передвигалась резкими рывками в мою сторону. Я думал, у меня сейчас вылетит сердце из груди. Я попытался бежать, но оказалось, что я в панике снова забежал в тупик. Спустя мгновение я набрался смелости, обернулся. И это создание находилось близко от меня. Слишком близко. Я был в ужасе и не знал, куда мне деваться. Спустя секунды 2 я произнес: «Гори, сука, в аду! Что тебе от меня надо?»
У этого отродья было странное дыхание. Похоже больше на шипение аппарата искусственного дыхания. Лицо у него, если можно так назвать, было темное, а глаза красные. В них будто полыхало пламя. Это создание заговорило нечеловеческим голосом. Еще не время. После этих слов она засмеялась демоническим смехом и исчезла, осыпавшись какими-то черными лоскутами, словно рваная ткань, оставив после себя небольшую кучу пепла на полу. Я сколько было сил выбежал на улицу, где меня ждали мои друзья, и от страха был в таком шоке, что не мог ничего сказать. Спустя некоторое время я заплакал. Никто не понимал причину моего состояния. Потом, когда я начал говорить о том, что произошло, надо мной посмеялись и обозвали дураком. Спустя несколько минут один из них сказал: «Ну ладно, пошли покажешь, что там такое. Но если там ничего нет, то по тебе реально дурка плачет». Я отказался туда идти. «Нет, я больше не пойду туда. Мне и так хватило». «Но тогда ты все врешь, и ничего там нету», — сказали они. Тогда я, чтобы не терять свою репутацию в компании, решился все же пойти и показать то самое место. Когда мы туда пришли, надо мной засмеялись еще больше. На том месте, куда я всех привел, не было и следа. Меня прозвали дебилом и с тех пор частенько подкалывают. Ставь лайк, если тебе понравился выпуск, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить 3-ю часть. Ну а для тех, кто не смотрел 1-ю часть, ссылка в описании.